Если в вашем доме нет лишних комнат, то поиск свободного пространства для обустройства места для занятий рукоделием может оказаться непростой задачей. Но мне повезло. Привет, друзья, с вами Лилия Гамбалевская. В этом видео хочу познакомить вас со своей мастерской, в которой работаю. Делаю для вас свои мастер-классы, снимаю и монтирую ролики, а также храню почти все свои материалы и инструменты для творчества. Да, мне повезло. Я живу в частном доме и одну из комнат отвоевала для своей творческой среды, а заодно и для домашнего офиса. Ремонт в комнате мы делали не так давно, а до ремонта она выглядела, прямо скажем, страшненько. Я как могла обустраивала свое творческое пространство, а получалось, в общем, как получалось. К ремонту мы подошли основательно. Были вскрыты полы, очищены от старого наполнителя, а затем уложен новый утеплитель, и все залито бетоном. И пол к тому же сейчас с подогревом. Стены и потолок выровнены и оклеены. Также основательно я проектировала все пространство в комнате, чтобы эффективно использовать каждый уголок, потому что комната на самом деле небольшая. Пространство комнаты теперь можно условно разделить на 4 основные зоны. Первое – это рабочее место, которое можно назвать домашним офисом. Здесь хранится техническая литература и рабочая документация мужа, а также расположен его компьютер. Следующая зона справа – мое рабочее место, за которым работаю над своими творческими проектами, а также делаю съемки процессов. Над столом находится стойка. На конце я закрепляю камеру для проведения съемок. Вообще-то эта стойка предназначена для светового оборудования, но прекрасно подошла и для моей легкой видеокамеры. Стойка поворачивается, удлиняется, а также ее можно легко регулировать, поднимая вверх и опуская вниз. Под столом находится небольшой стеллаж с 4 ячейками. Здесь у меня хранятся различные машинки и большие инструменты. Резаки для бумаги, ламинатор, а это брошюровщик, с помощью которого можно сшивать блоки бумаги в блокноты на пружинных переплетах. В этих коробках я храню различные вырезки, вырубки, карточки, надписи, в общем, все те элементы, с помощью которых можно декорировать фотоальбомы или открытки ручной работы. А вот такая вырубка делается с помощью специальной машинки для вырубки, которая у меня хранится также на этом стеллаже. Она называется Big Shot. И вот она. Здесь же, на этом стеллаже, я храню свой плоттер и швейную машину. Плоттер у меня Brother ScanCut CM900. Справа от стола располагается вертикальный открытый стеллаж, в котором хранятся в основном швейные принадлежности. Но сверху нашлось место для разных вазонов, в которых у меня стоят разные кисти, инструменты для покраски, искусственные цветы и веточки, которые я использую в своих работах. Здесь же некоторые цветы из фоамирана, которые делаю сама. И рамочка с вдохновляющей надписью. В этом ящике кусочки тканей. А ниже коробки со швейной фурнитурой, принадлежностями и нитки. Над столом длинная полка, на которой я храню различные мелочи. Камешки, стразы, металлический декор. В этом ящичке братцы – это кнопочки на раздвоенной ножке. Уголки для фото, которые вклеиваются в альбомы, и другие украшения, которые используют в скрапбукинге. Здесь у меня собраны фигурные ножи, которые работают с вырубной машинкой Big Shot, той самой, которая стоит под столом на стеллаже и которую я вам уже показала. Ножи у меня разных производителей, есть и с AliExpress. В остальных ящичках хранятся также разные мелочи и украшения. Дальше у окна еще одна рабочая зона с большим угловым столом. Это мое компьютерное место. Слева от стола расположился на тумбе принтер,
А в тумбе, в верхнем ящике, я храню флешки, зарядные, провода, переходники и все, что мне нужно для подключения к компьютеру. В нижнем ящике в специальных подвесных папках у меня хранятся документы, инструкции и другие нужные бумаги. На столе пара органайзеров и над столом настенный органайзер, который я использую для хранения лент, шпагатов, ножниц и разных мелочей. А под столом у меня есть потайное место, где стоят две этажерки на колесиках. В одной я храню краски, спреи, лаки, грунтовки и разные топпинги. Это добавки к краскам, декоративные блестки, камешки и тому подобное. Вторая этажерка с различного рода шпагатами, тесьмами, лентами, веревочками, резинками и разным кружевом. Справа от стола высокая тумба с выдвижными ящиками. На ней старенький цветной принтер. А в тумбе хранятся инструменты, клеевой пистолет и стержни к нему, фен для рукоделия. Здесь мой шуруповерт и насадки к нему. А это еще один ящик с инструментами: ножницы, дыроколы, степлер. Здесь хранятся фигурные дыроколы, их у меня много. В этом ящике я храню разный бисер, мелкие пайетки и кристаллики, бусины, обычные пайетки, фурнитура для бижутерии. Это коробочка с инструментом для приклеивания стразов, а это с паяльником, который используют в рукоделии. В этом ящике баночки, замочки, мебельные ручки и другая разная мелочь. Здесь декоративные пасты, грунты, а также все, что нужно для создания декоративных сургучных печатей. Воски разных цветов, печати, ложечка и горелка для плавления воска. В самом нижнем ящике баночки с клеем и различным лаком. Над столом расположена полка, на которой разместились корзинки. В них хранятся чипборды. Это фигурная вырубка из пивного картона. Фигурка выдавливается из-под ложки, и ими украшают фотоальбомы, открытки ручной работы. В следующей корзинке все, что нужно для штампинга. Подушечка для тонировки, подушки с цветными чернилами, разные силиконовые штампы. В этой корзинке кусочки хлопчатобумажных тканей разных расцветок и рисунков. А здесь я собираю материалы для фетровой книжки с куколкой. Есть куколка пластмассовая, но я шила свою из ткани и нарисовала ей личико. Осталось только найти время и сшить саму книжку. Здесь разная тесьма, кружево, даже чертежи разворотов книжки. А еще разные мелочи, которые могут понадобиться. Думаю, что мастер-класс по этой книжке я также сделаю. И последняя зона справа от моего стола. В ней расположена большая система хранения. Это стеллаж на 15 отделений. Сверху на стеллаже также хранятся корзины и коробки.
А в ячейках стеллажа я храню. Здесь наборы высечек и фишек. Обычно такие декоративные элементы идут украшением и дополнением к наборам бумаги для скраббукинга. В этом ящике, помимо разных мелочей, я складываю декоративные элементы для фотоальбомов, которые у меня не закончены и ждут очереди в работу. А странички таких альбомов, обложка, лежат в этой корзине. В ящике ниже сложены различные ягодки, веточки и куча бумажных цветочков. Внизу две коробки. В одной из них я храню молды, которые использую для создания цветов из фоамирана, и флористическая лента. В другой коробке силиконовые молды для отливки фигурок из полимерной глины или жидкой пластики. В этих коробках-органайзерах я храню очень много мелочей. Органайзеры очень удобны, и в моем случае они еще удачно подошли по размеру для размещения на этом стеллаже. Здесь несколько коробок с масляной пастелью, а также коробка с отлитыми готовыми фигурками. В черной коробке разные домашние документы, а в самом низу разные мелочи. В этой ячейке стоят книги и коврики для резки. Ниже кусочки переплетной искусственной кожи и замши. Их я использую для обложек фотоальбомов. В этой корзине разная бумага и картон. Ниже разные мелочи. А в этой корзине некоторые мои готовые работы, и по ним есть мастер-классы на моем канале. В следующем вертикальном ряду ячеек также располагаются ящики и корзинки. Здесь разная мелочь. А в этих вертикальных органайзерах хранятся трафареты, салфетки для декупажа. Они собраны в файлы и пластиковую папку, и хранить в файлах очень удобно, так как можно их перелистывать и искать нужную салфетку, а ее рисунок в прозрачном файле виден сразу. На полке ниже органайзер с шурупами, гвоздями, скобами, шайбами и другой подобной мелочью. В этой корзине хранятся большие мотки веревок, шпагатов, мотки пряжи и тому подобное. Ниже корзина с пивным и переплетным картоном. И последний вертикальный ряд. Здесь я храню разный клей и разный скотч. В этой корзине сложены листы разной бумаги для скраббукинга, но в большинстве ее остатки от работ. А в этой корзине наборы скраб-бумаги и декоративные элементы к ней, высечки, фишки. Здесь хранятся мои запасы фоамирана разного вида и разных цветов. Корзина в самом низу – наборы и листы бумаги для скраббукинга и немного цветного чипборда. Как я уже говорила, чипборд – это вырубные элементы из пивного картона.
А между стеллажом и стеной есть совсем небольшое пространство, где я храню большой раскроенный коврик и цветной картон больших форматов. Вот такая у меня получилась небольшая экскурсия по моей мастерской и ее содержимому. Я прекрасно понимаю, что не у всех творческих людей есть возможность оборудовать свое отдельное место. Но когда такая возможность есть, все хочется сделать так, чтобы даже сама атмосфера была вдохновляющей. Спасибо всем за внимание и, как всегда, жду на своем канале.